Привет! Думаю, многие анимешники прошли этот путь. Смотрели любимое аниме и осознавали, что понравился саундтрек. Гуглили группу и обнаруживали, что исполнители внешне похожи на оживших анимешек. Узнавали про стиль Visual Kei и глубже проникались японской культурой. Однако звучание японского рока непривычно для европейского уха. И где-то рядом оказывался кей-поп. Корейцы даже лучше выглядели, при этом их музыка нам понятнее и приятнее. Скорее всего, так кей-поп и стал популярным. Я вижу в нем что-то новое и прекрасное. Собрал субъективный топ из лучших клипов. Потому что музыку не всегда хочется добавлять в плеер, но вместе с видеорядом и танцами она может заиграть совершенно иначе, создавая другую реальность. Здесь будут не самые свежие клипы, но в чем-то необычные и примечательные и цепляющие. Так как у девушек часто клипы однообразные, их тут будет меньше. Ну и если тут будут фанаты BTS, то пусть не возмущаются, если не согласны с местом их любимчиков и не агрятся. Я оцениваю не крутость групп, а отдельные вещи. Поехали. На 10-м месте внезапно оказывается рок. Кей-поп — это же не только лиричные и романтические песни. В некотором роде пророческий клип с масками, помимо гитар и девушек. Но мне нравится, что поется с чувством, с надрывом, а припев хоть и частично, но запоминается. Да и стиль солиста приятный. Бульдог, наверное, не такая известная группа, но девушки очень стилем похожи на героинь аниме и есть определенные яркие типажи, не только цветом волос. Если не считать очень кокетливых брюнеток, которые и не выделяются. Пацанка, реперша-бандитка, романтичная девушка с Кореи и другие. Вроде ничего особенного, а что-то есть. Не только собрали девушек вместе и пляшите. Самое смешное, скорее всего, группа уже расформирована. Я даже не удивлен, если что-то нравится и имеет индивидуальность, чем привлекло внимание, то оно не популярно. Название странное, конечно. Highlight — это клип, в котором нет особой идеи и будоражащего видеоряда. Использованы такие приемы, как работа со светом вместе с ритмом вращения камеры, танцы, как и везде. Песня довольно энергичная, в плеере была, а все вместе получается круто. И главное, что не надоедает. Чем чаще смотрел, тем больше нравилось. Fake Love BTS, клип полный спецэффектов. Водопады, взрывы, обрушения, исчезновения, все время какое-то движение, изменение фона. Виден бюджет. Между тем, текст печальный и искренний, можно посмотреть перевод, и он тронет тех, кто переживал что-то подобное. Думаю, ребята очень старались и получилось круто. Если посмотреть перевод этой песни, то получается банальная история романтической привязанности, борьбы за нее, за девушку, которой это не особенно надо. Хотя поют искренне. Но видеоряд довольно загадочный. Странный ключ, артефакты, знаки, бесконечно переворачивающаяся машина, лампы, мешающие пути, лабиринты из пространств. Парни куда-то стремятся и возникает ощущение, что смотришь фантастический фильм. И это помимо крутой хореографии. Все вместе выглядит интересно. Еще одна история о душевных терзаниях, но выполнена в черно-белых тонах и довольно стильная. Как я понимаю, бабушка открывает внучке свое прошлое, оставшееся в пыльной комнате. Там ее неудавшиеся отношения, терзавшиеся поклонники, словно призраки. Куны поют даже с некоторой агрессией, и каждый тратит время на свое выступление не зря. Пространство напоминает взлетную полосу, но нет неба или конца ему. Если обычно в кей-попе довольно молодые и худые парни, здесь есть зрелые и подкачанные мужики. Этот клип почти целый фильм в жанре боевика. Стрельба, ограбление, похищение. Даже видны характеры героев. Можно сказать, что получилось довольно жестоко, но песня неплохая, мрачная, энергичная, танцы и эстетичные исполнители, все круто. Да тут больше содержания, чем в любом клипе рэперов. Шучу. Карлик в маске включает заводных человечков, похожих на фашистов, и те неплохо зажигают. Форма парням идет. Образы хоть интерпретировать мне не удалось, но выглядит красиво. Будь то, например, разбивание гипсовых скульптур или гигантские шахматы. Песни вместе с видеорядом хорошо сочетается, смотреть и пересматривать одно удовольствие для меня.
К тому же, правда необычно, энергично и весело. Еще один любимый клип. Я узнал о нем из дорамы, где над парнем прикололись и сказали, что девушке нравится, когда у кавалера прическа как у G-Драгона. И он нарастил и шел, размахивая челкой. Прическа, правда, необычная, как и все образы здесь. И песня, например, «Зеленоволосый» напоминает российских правителей, у него там на фоне купола. Я думаю, момент, когда он поднимает бровь, очень крутой. Ну и первое место. На мой взгляд, это самый хиканский клип. Он про буллинг на учебе. Над пареньком издеваются, но за него заступаются и затаптывают зачинщика. Такой вот сюжет о переживашках, связанных с социумом. Кто-то скажет, что лучше отвлекаться от реальности, а не наоборот. Мне же нравится все на хики тему. Задира больше похож на Эмо, такой контраст необычен. А еще скажу на всякий случай, что в группе нет девушек. Но есть типа трапа. В каком-нибудь BTS трапа нет, а тут завезли. Но родственник думал, что это девушка, так что все в порядке.